Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный торт Сникерс. Торт получается красивым, высоким и очень сытным. Для начала приготовим бисквит. В миску отправляем 4 яйца, щепотку соли, 100 г сахара. Взбиваем около 10 минут до очень светлой и пышной массы. Как знать, что масса уже взбита? Проведите венчиком по массе, на ней должен оставаться явный след от венчика, а масса не должна растекаться, примерно 3 секунды. Выливаем 40 мл растительного масла, перемешиваем. Выливаем 50 мл молока и еще раз перемешиваем. В отдельной миске соединяем 100 г муки, 1 чайную ложку разрыхлителя и 30 г какао. Перемешиваем. В несколько подходов просеиваем сухие ингредиенты, аккуратно перемешиваем. Переливаем тесто в форму, у меня форма диаметром 22 см. Можно форму пару раз стукнуть об стол, чтобы не было пустот. Выпекаем бисквит в заранее разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Готовность бисквита проверяем зубочисткой, она должна выходить сухой, без остатков сырого теста. Бисквит достаем из формы и оставляем его на решетке до полного остывания. Приготовим карамель. В кастрюлю или сотейник с толстым дном высыпаем 200 г сахара. Ставим на плиту на очень маленький огонь. Ждем, когда сахар начнет плавиться, не мешаем его. Когда уже почти весь сахар расплавится, можно перемешать. Повторюсь, что огонь должен быть маленький, иначе сахар начнет гореть и карамель получится горькой. Когда уже сахар станет золотисто-янтарного цвета, выливаем к нему 150 мл нагретых сливок, у меня жирностью 33%. На этом этапе масса начнет шипеть и пениться, нужно быть аккуратным, чтобы не обжечься. Если в карамели образовались кристаллики сахара и при помешивании они не растворяются, то карамель нужно процедить через сито. Добавляем к карамели 100 г сливочного масла комнатной температуры и провариваем еще 1 минуту. В конце высыпаем пол чайной ложки соли, перемешиваем, снимаем с плиты, карамель готова. Если не хотите заморачиваться с карамелью, можете вместо нее использовать вареную сгущенку. В сковороду высыпаем 200 г арахиса, жарим орехи, перемешивая до румяного состояния. В остывшую карамель высыпаем 150 г жареного арахиса, перемешиваем. Приготовим крем. В миску отправляем 450 г холодного сливочного сыра. Выливаем 150 мл холодных сливок жирностью 33%. Высыпаем 30 г сахарной пудры и 1 чайную ложку ванильного сахара. Взбиваем крем до пышной светлой массы. Остывший бисквит разрезаем на 3 части. Бисквит получился очень мягким и пористым. Собираем торт. На первый корж выкладываем половину крема. Для удобства я переклала его в кондитерский мешок. Аккуратно разравниваем. Сверху выкладываем половину карамели с арахисом, накрываем вторым коржом. Смазываем кремом и выкладываем остальную половину карамели. Накрываем третьим коржом. Отправляем торт хотя бы на 2-3 часа в прохладное место, чтобы он пропитался. У меня торт простоял в холодильнике целую ночь. Приготовим глазурь. В миску отправляем 150 г молочного шоколада. Выливаем 100 мл сливок. Ставим шоколад со сливками на водяную баню и растапливаем. В растопленный шоколад высыпаем 50 г измельченного арахиса, перемешиваем. Сверху торт покрываем глазурью. Отправляем торт еще на 1 час в холодильник, чтобы застыла глазурь. Тортик готов, получился он достаточно большим, весом 1,5 кг, а высотой 6 см. Шоколадный влажный бисквит в прослойке с нежным крем-чизом и в начинке с соленой карамелью и арахисом – это действительно очень вкусно. Всем рекомендую приготовить. Если мое видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, мне будет очень приятно. Всем желаю удачи и приятного аппетита!